Я работаю с 16. У тебя написано в Инстаграме, что ты шаман. У меня курсы, клуб. I skate too, you know? Потому что я ведьма от слова веды. Ну окей, я инфо-цыганка и ведьма. Работа не пыльная по сравнению с тем, что я делаю. Я человек, у которого сбылись все мечты. В общем, сегодня мы снимаем Настю Андриянову, она же Blazing Babe. Настя и стилист, и модель, и предприниматель, и бог знает кто еще, но и скиллов у нее соответствующее количество, благодаря чему мы ей сделали эту съемку с командой из нуля человек с бюджетом в $0. И да, такое тоже часто случается, поэтому об этом и будет второй выпуск шотов Мэю. У меня въехал чел на трассе. Короче, Окей. мы сейчас соберемся, возьмем какие-то вещички и пойдем сниматься в даунтаун. И какая-то общая идея у нас съемки — это то, что мы хотим снять что-то неуместное в городе. Ну просто я всегда почти overdressed. Да. И нам нужно просто сейчас делать то же самое, что я обычно Слушай, делаю. знаешь что, мне нравится, что это в даунтауне дофига... Ну, то есть можно его любить, можно его не любить. Да, Но тут куча безумств ходят по улице. да. И это как бы окей. С одной стороны, ты готов ко всему в даунтауне, Да. но даже здесь ты можешь быть таким. Угу. Но это не значит, что никто не будет пялиться. Да, но это не значит действительно. Но даже Но это тут же тоже не значит, что я не люблю внимание. True. Давай получим настолько много, насколько это возможно. Вот. Так, Ты же не Ну знаешь, что? что я не люблю внимание. Она подкатила на красном этом кабрике в платке. слушай, кстати, я не люблю внимание, прикинь. Я когда купила эту машину, она была настолько значит, ты красивая. что-то неправильно И делаешь. они на меня начали все смотреть, и я такая, типа, если я сейчас не поменяю свою установку, я сойду с ума. Ну, что, типа, иногда хочется быть невидимой есть абсолютно. ты подстроилась- Но не в этой тачке, прикинь. И потом я еще поняла другую тему. У меня вскрылись trust issues. Окей. И я в какой-то момент такая, типа, во-первых, я потеряла ключ от машины, и поняла, что мне нужно сделать челлендж и не закрывать крышу вообще до конца лета. Ага. Что бы ни случилось. Ну, типа, если дождь, то я ставлю под навес. Ага. А так я подумала, что, типа, мне надо стереть эту грань между мной и миром. И это самая крутая тренировка для этого. Ну, типа, что может быть? То есть, понимаешь, ты оставляешь свой красный кабрик любимый. Ну, типа, в общем, еще одна деталь про Настю. Она подстроила весь свой персоналити под тачку, которую недавно купила, и стала совсем другим человеком. В целом, если это работает, why not, да? Подожди, а сколько тебе было, когда ты... Вообще, сколько тебе лет, кстати? Сколько тебе лет? Мне 31, О, окей, я класс. работаю с 16. Мне иногда кажется, что full-time, типа, вот full-time, но мои родители меня так смотрят, типа... У меня просто память плохая. И они ржут надо мной, типа, знаешь, что я... Мои родители очень смеялись с меня и говорили, я пойду работать, я буду зарабатывать 5000 рублей, но это мне лет 10 было. Ага. И я отселюсь от вас. И я не знаю... Кстати, я то не же знаю, самое. Я почему. говорила, что мне будет 18, Да. я так с чемоданом на пороге дома... Ну, кстати, у меня так и было. У У тебя меня же так не было нифига, я не А, смогла ладно. уехать от мамы. Ну, то есть я жила там, знаешь, с переменным успехом по бойфрендам, то все равно возвращалась, но у меня такие отношения с мамой просто, знаешь, вот, ну, не соврать, идеальные, что мне никогда не хотелось из нее в итоге свалить, там было так комфортно. Вот это было, знаешь, the definition of a comfort zone. То есть у меня просто вот там вот вся моя жизнь, я просто такая думаю, блядь, здесь так вкусно, красиво, меня так любят, здесь так тепло, мне не надо платить за хату. Но в итоге только в 24 я уехала в Москву. Ага. О, откуда ты? Я родилась в Бишкеке, выросла в Санкт-Петербурге, уехала в Москву сама. И вот там я прожила 4 года, может быть, и все. Класс. И оттуда я свалила в Нью-Йорк радостно. Сколько тебе было, когда ты поехала в Нью-Йорк? Блин, мне кажется, 28. И где-то через неделю мне стало 29. Это хороший возраст. Прекрасный Когда тебя возраст. не- Позже вообще, мне Когда кажется... тебя не ломает там Да. все, потому что... Раньше тоже Да. сложно, потому что пока ты еще не профессионал в какой-то сфере, тебе просто категорически невозможно. Ну, бля, что ты будешь делать в другой стране? Кому ты нахер? Ну, я всегда знала, что я не хочу переезжать с голой жопой, я хочу переезжать с каким-то скиллом, чтобы я могла обеспечить себе, ну, плюс-минус, знаешь, тот же уровень комфорта, который у меня был в Москве. Мне так не было. Но, Я прям четко, типа, это понимала. То есть я не хотела вообще. слушай, ну это нормальная позиция. Тут Да. вопрос, знаешь, чего? Это вопрос Насколько установки ты только. готов даунгрейдиться. Потому что в целом Да, любой переезд да. всегда... Ну, Я как не бы готова даунгрейд. была сильно. Первый год у меня даунгрейда было, чуть, блядь, с ума не сошла. Нравится ли тебе быть окруженной людьми? Я родилась экстравертом, и за последние годы я поняла, что
Я стала амбивертом, это интроверт и экстраверт в зависимости от желания, можно сказать. Из-за того, что я общаюсь с огромным количеством людей, у меня курсы, клуб, и все мои рабочие движухи подразумевают, что у меня сотни контакты с людьми в день. Я понимаю, что возобновить эту энергию я могу только одна. Ну, то есть только находясь сама с собой в полном одиночестве, максимум собака. Давай подойдем, познакомимся, да, с ними. Hey, boys. Can I ask you for a skateboard for like 30 seconds? Oh yeah. Just to cruise here in the parking lot? Oh yeah, that's fine. Hey. Is it okay? Is that beer? Is that alcohol or no? Yeah. It is? No. Oh, I'm so hangover. Is your alcohol? No. Damn, bro. All right. Oh, I wish. I don't have anything in my trunk. А посмотри, Блин, на самом деле это не очень безопасно кататься на чужом скейте, А потому ты что умеешь? я не умею. Потому что да, он очень сильно меня одинаково наполняет и одиночество, качественное одиночество, и качественное общение. И этим летом я вернулась к своему любимому занятию серф, и я не могу не помнить скейт. То есть это такая моя, типа, личная медитация с тех пор, как я была тинейджером, которая просто меня возвращает к жизни. Okay. That's a good one, though. And can I take a picture of you here? Huh? Can I take a picture of you here? Is it okay if you'll be on the background? Like, your faces will be blurred and stuff. Cool. You're like a part of this story now, so. Okay. Can I try on your head, though? Uh-huh. The cap, yeah. You want Looks that? awesome. It looks really awesome. Yeah. Huh? No, it's a little. It's a skate It's hat. probably what? It's my skate hat, so it's a little like. Sweaty? Yes. That's fine, because I skate too, you know? Alright. I'm aware. Well, that I can do, but I used to. Like 15 years ago, I could have done it. I might have probably tried ollie, but it'll take me like hour and a half to get there. Huh? No, honey, I used to skate when I was like 14. How old are you now? I'm older. 29? I'm a little no, 31. But it was weirdly How old accurate. I look? 45? 32? Okay, lesson number He's too one: young you to shouldn't say really say that to a girl. Like if No, like that's fine. like think of a number and then really you Unless you know. Right. And also, he doesn't know it's offending. It's for me, it's whatever. I can't wait until I'm fucking old. yeah. And look at me for a sec. Hi. Hi and look over there, like at him. More like at Anthony. Like yeah. Okay. У тебя написано в Инстаграме, что ты шаман. У меня папа шаман, но надо быть, короче, посвященным. Шаманцы должны посвятить. Ага. Но я хотела написать ведьма, потому что я ведьма, от слова ведает. Окей. Но они бы тогда меня и так ненавидят Почему мы все. это не упомянули в твоем био, когда я тебя представляла? Да, Это ну потому что у веселейшее- слова ведьма еще ужасная репутация, понимаешь? Типа ведьма. Окей. Ведьма, ты меня заколдовала, Окей. мне говорил бывший. Настя А не потом- стилист, она ведьма. А Фак. потом, Хорошо, ну как бы еще до этого у меня было написано инфо-цыганка, мы очень ржали. И все мне говорили, что это вообще офигенно, что ты сама над собой ржешь. И, ну, это действительно так. И я подумала, типа, ну окей, я инфо-цыганка и ведьма. И еще и хаслерша, потому что никто до сих пор не понимает, как я деньги зарабатываю. В смысле, у тебя клуб по подписке. Слушай, Да. это под кучу Это денег. один из 5 моих проектов. Мало кто понимает, что я все-таки работаю. Окей. А еще кто-то пытается надо мной ржать, что я якобы эскортница. Мы тоже недавно с кем-то это видели. И мы так смеялись над этим. Я говорю, блядь, если бы они чуть-чуть плюс-минус столько же зарабатывали, как я, может быть, я бы реально переметнулась, потому что, ну, Слушай, подожди. как будто бы работа не пыльная по сравнению с тем, что я делаю. Ты помнишь, как
ты была ребенком, и ты могла представлять как-то свою жизнь, когда ты вырастешь. Да. Насколько твоя сегодняшняя жизнь далека или близка? от 100% того? попадание. Реально? Да, я человек, у которого сбылись все мечты. Абсолютно. То, как я прожила свою жизнь с момента детства, когда я начала мечтать, 100 из 100. Окей. Да. Мечтать полезно? Не полезно не мечтать. Ну, то есть нельзя не мечтать. Должно быть запрещено законом не мечтать. Не представляешь тогда, зачем просыпаться утром. Потому что, по сути, все, что ты делаешь, это должно быть маленькой победой. И мне очень нравится, как в «Алхимике», по-моему, это было. Нет пути к счастью, счастье — это и есть путь. Куда сейчас? Я поеду на вечеринку блок-пати в Чайнатауне с моими друзьями. Я зачем-то позвала всех своих друзей, сделала им вип-списки, и теперь обязана туда ехать. О, спасибо, что вписал нас. Да вы старые просто уже, вы уже просто старпёры, я уже никогда я не зову парочки. Парочки душные. Один-один, малышка. Случайно. Вау.